Расскажу про восьмиполосую цихлозому. Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать про содержание восьмиполосой цихлозомы. Цихлозома восьмиполосая Регином в 1903 году. Обитает она в Северной и Центральной Америке, в Мексике, Гватемале и Гондурасе. Населяет озера, пруды и другие водоемы со слабо текучей либо стоячей водой, где живет среди закоряжистых мест с песчаным или илистым дном. В Европу данный вид был завезен в начале 20 века, а именно в 1904 году, но в России окончательно закрепился только после 1958 года. У цихлозомы восьмиполосой невысокое и компактное тело, но расти она может до 25 см в длину. Взрослая цихлозома-пчелка очень красива, но чтобы стать такой, ей нужен минимум год, а жить в аквариуме они могут порядка 15 лет. Половозрелые цихлозомы биоцилатум довольно красивые, с темным телом, по которому идут черные полосы с рассыпанными голубыми и зелеными точками. У самцов анальные и спинной плавники более вытянуты и окаймлены красной полосой. У самок точек по телу меньше, и на жаберной крышке есть темные пятна. За восьмиполосой цихлозомой сложно ухаживать. Она не требовательна и достаточно хорошо подходит для начинающих аквариумистов. Но следует помнить, что это хищники, и они хорошо уживаются с другими цихлидами, пока молодые. Но по мере взросления становятся более агрессивными, и желательно содержать их отдельно. Как и все цихлиды, восьмиполосые роются в грунте, при этом могут выкапывать растения, так что лучше содержать растения в горшках. Конечно, желательно, чтобы это были выносливые и жесткие виды, такие как эхинодорусы, крупные анубиасы. Цихлозом восьмиполосых содержать нужно в просторном аквариуме от 200 литров минимум. Так как во время питания остается достаточно много отходов, то необходима регулярная подгонка дна и мощный фильтр, желательно внешний. Рекомендован также подмен воды еженедельно до 1/3 объема. Пчелки достаточно нетребовательны к параметрам воды, но идеальными условиями будут следующие. Температура от 22 до 29 градусов, кислотность 6,5-7, жесткость воды от 8 до 12 единиц. В аквариуме нужно расположить множество укрытий, особенно если в нем содержатся другие цихлиды. Укрытие, как и невысокая температура воды 25 и ниже, значительно снижают уровень агрессии восьмиполосых цихлозом. Цихлозома биоцилатум едят все виды живого корма, мороженого и искусственного. Они достаточно крупные, так что нуждаются в питательном корме. Искусственные корма для цихлид, трубочник, артемия, мотыль также можно кормить рыбными филе, креветкой, мясом мидии и мелкой рыбой. Цихлозома восьмиполосая – это рыба, которая не подходит для содержания в общем аквариуме. Восьмиполосые цихлиды-хищники, которые полакомятся любой мелкой рыбой. Содержать их нужно с другими цихлидами, например, чернополосой, моногуанской, бриллиантовой. Но в таком случае, чем больше аквариум и чем больше в нем укрытий, тем лучше. Либо с другими крупными рыбами, такими как черным паку, гигантским гурами, пликостомусами. Восьмиполосые – одни из самых простых в разведении. Но они территориальные, дрочливые и охраняют свое потомство. В отдельный аквариум на нерест их отсаживают довольно-таки редко. Как правило, все происходит в том же аквариуме, в котором они живут. Чтобы получить потомство от цихлозомы пчелки, отсаживают 6-10 мальков в 100-литровый аквариум. Когда они подрастут и разобьются на пары, отбирают лучшую пару. За неделю до предполагаемого нереста температура воды необходимо понизить на 2-3 градуса, а затем медленно повышать до 27. Обычно этого хватает для стимуляции нереста цихлозом. В аквариуме обязательно должны находиться половинка цветочного горшка, кокосовая скорлупа, керамическая труба или просто гладкий камень. Облюбовав какое-нибудь место, рыбки начинают расчищать его. За день до нереста у самки цихлозомы восьмиполосой появляется яйцеклад. Икрометание происходит обычно рано утром. В зависимости от величины и возраста производителей, в кладке может быть от 500 до 1000 икринок. После нереста в воду добавляют примерно, и они начинают самостоятельно питаться. Стартовым кормом
Для них служит живая пыль, инфузория туфелька, артемия, мелкий циклоп, фирменные корма для молоди. Молодь растет довольно быстро, но неравномерно, поэтому ее надо ежемесячно сортировать. Не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные обзоры аквариумных рыб. Если видео про цихлозому восьмиполосую вам понравилось, поставьте лайк. На этом про восьмиполосую цихлозому на сегодня все. Пока-пока.